Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. И в этом ролике мы будем делать вот этот вот фасад. Я уже его немножко начал. Вот такая у нас вот шероховатая поверхность, вот с такими вот кратерами, если вы обратите внимание. И для того, что когда мы будем здесь рисовать структуру, чтобы вот эти кратеры у нас не проседал раствор, нам надо это все перетянуть по первому разу. Мы, конечно, будем делать нашего клея. Забиваем все наши поры и тем самым немножко выравниваем поверхность. Затянули мы наш фасад. Вот так он у нас перетянутый уже. На все это у нас ушло пару часов времени. И будем уже сюда рисовать нашу структурку и делать красиво. Все, нанесли. Вот. Нанесли примерно сроком. Раз. Два. Все, углы потом вернулись, сделали. Когда потянет первый слой уже. Не надо залазить на углу. Не тратить время на откосы на углы. Потому что сейчас можно зацепиться и полдня их выводить. Вот так. И вот такими вот движениями. Вот. Движениями. Раз, два. В сторону. Полумесяца. Раз. Все. До свидания там. Раз, раз, раз. Все, нанесли и сразу формируйте рисунок. Вот. Раз, уходите в сторону. Это нанесение очень, ребята, хорошо стыкуется. То есть, если вы где-то стена большая, не сможете ее затянуть за раз, поднимите ее на два раза. Только делайте более хаотичные вот такие переходы, потому что место стыка у вас должно быть хаотичное, потому что если будут более ровно, будет бросаться в глаза. Вот так полностью весь фасад будем наш делать. Фактура у меня практически везде одинаковая, но единственное, что я хотел показать, место стыка, ребята. У меня спрашивали по поводу, как стыкуется это нанесение. Обратите внимание, вот оно видно, место стыка, как у нас идет. Оно у нас идет хаотично, и потом мы также хаотично это все мы уберем. Вот так, в принципе, выглядит наша фактура. Мы даем ей пару дней, чтобы она хорошо высохла. После этого мы чуть-чуть ее прошкурим грунтом глубокой пропитки и будем готовить поверхность под покраску. У нас здесь поверхность не сильно идеально ровная, но нам это подойдет. И растворчик вот такой вот по консистенции, примерно вы поняли. И сейчас в течение 20-30 минут мы сделаем вот этот вот цоколь. Почему так быстро? Потому что ничего в этом сложного абсолютно нет. Ну что, теперь более наглядно мы это все продемонстрируем. Наносим наш раствор.
данном месте мы наносим цокольную часть, которая у нас утеплена пенопластом. И берем наш волшебный валик и прикатываем. Стыкуется, ребята, очень, кстати, хорошо данное нанесение, так что так, раскатали, просмотрели все это дело. И я использую обычно другой валик, я использую обычно другой шпатель, но у меня его нет под руками. Мы будем использовать тем, что у нас есть. И вот так мы это наше дело все приглаживаем. Вот так оно все будет выглядеть. Наш тополь. Здесь немножко залезали. Но это не проблем. Это мы вернулись и все это дело исправили. Вот в таком формате мы будем делать весь наш цоколь. Наша поверхность, ребята, высохла, и теперь мы будем ее шкурить. Мы легкое прошкуривание делаем, удаляем все вот эти моменты. Вот так у нас должна выглядеть верхняя фактурка. Ребята, обратите внимание, вот до того, как мы начали шкурить, и вот уже разница после того, как мы прошкурили. То, что касается цокольной части, вот у нас до того момента, как мы будем шкурить, а вот у нас уже после этого момента, как мы прошкурили. Разница особо не сильно заметна, но мы только поубирали наши излишние какие-то сопельки. Все это вышкурили. Ребята, все, подготовительный процесс у нас подошел уже. Мы подошли к нашему финишному, так сказать, слою. Это у нас будет грунт глубокой пропитки. И будем уже красить фасадной краской. Сейчас я вам покажу, как у нас все это выглядит уже перед покраской. Вот так у нас выглядит наша поверхность уже, готовая под покраску. Это у нас кора дерева. Вот так она у нас выглядит. Мы ее наносили просто на цементно-песчаную штукатурку. Кто-то из подписчиков у меня интересовался, как ее наносить. В этом месте у нас стык. Как-то я уже говорил по поводу него. Видите, как он у нас слился. И в принципе ничего у нас не видно. Вот так выглядит наш фасад. Сейчас мы его будем грунтовать. И уже колеровать краску в данный цвет. Фасад будем красить фасадной краской, а цоколь будем красить силиконовой краской. Выглядит, ну, у нас процесс грунтовки уже идет. И вот укрепили, ничего не сыпется. Это, ребята, мы грунтовали грунтом глубокой пропитки. Очень даже, ребята, я скажу, супер, все хорошо. И погнали наших городских. Определились с цветом. Цвет у нас вот такой вот персиковый получился. И мы приступаем к нашему, продолжаем, вернее, наш фасад. И сейчас мы будем это все дело укатывать, наверное, в один, а то и в два слоя еще сверху. Вот так у нас вот получается. Вот. Это второй слой у нас.
Но еще укроем в один слой, ребята. Вот так вырисовывается наша картинка нашего фасада. Вот издалека с ней. Да. Ну, вот так у нас процесс идет. Мы уже какую-то часть закрасили, даже больше половины. Но у нас еще есть квадратов, наверное, 40 нам надо закрасить, может 30. И на сутки я оставляю сохнуть. Я не буду красить, хотя там производитель говорит, что можно красить при температуре плюс 20 градусов. Второй слой можно наносить через 2 часа. Но второй слой мы нанесем через сутки. Дадим краске хорошо высохнуть. Так, ну что, наш фасад подходит к финишу. Нам осталось нанести последний слой. И у нас ушло где-то 1,5 ведра краски. Где-то уйдет у нас на эти 100 квадратов 2,5 ведра краски. Ну, какая-то часть краски даже еще останется. То есть вот так он у нас выглядит после 2 слоев. А красим мы, ребята, мы ее уже заколеровали. Сейчас я ее немножко взболтаю. Вот так мы ее взболтаем чуть-чуть. У меня кто-то моих подписчиков спрашивал, как красить вот эту фактуру. Вот, ребята, смотрите, как она красится. Ну, очень просто. Вот такие вот моменты желательно повнимательно и не спешите. Вот так у нас получается наш цоколь. Вот такой у нас фасадик получился. Мы затратили на него, у нас ушло на эти 100 квадратов, мы потратили на материал 4000 гривен. Так что, если кому-то интересно, ребята, заходите, смотрите, делайте, ничего сложного нет. Ну все, ребята, закончили мы наш фасад. Вот так он у нас выглядит. Делали легкую фактурку, красили краской. Сейчас я покажу более-менее ближе. Вот так у нас выглядит наша верхняя фактура и цокольная часть. Солнышко немножко пригрело, и вот так у нас все наше играет. Еще система желобов будет. Но это уже другая история. Мы здесь, это у нас на песчаную штукатурку нанесено, кора дерева. Меня кто-то спрашивал, как можно нанести и можно ли вообще это нанести на песчаную. Вот здесь на штукатурку нанесено. И здесь тоже на штукатурку нанесена фактурка. Вот так это все выглядит. В заключение, фасад наш обошелся по материалу в районе 4000 гривен. Здесь около 100 метров. Мы потратили 2 ведра краски, 30 литров грунта у нас ушло. И где-то в районе 6 мешков у нас ушло смеси
по 25 килограмм. Это у нас армировочная клеющая смесь. Мы с нее формировали фактуру стены и также формировали фактуру цоколя. Кроме этого нам понадобился еще краситель. Краситель у нас был терракотовый. На цокольную часть мы использовали силиконовую краску. Ну а на этом все. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить мое следующее видео. Я вам желаю добра, здоровья, до новых встреч. Пока-пока.